Вечер добрый. Я надеюсь, меня слышно и видно. Я вас всех приветствую, дорогие зрители, подписчики. Спасибо, что пришли. У нас с вами очередной пятничный эфир с вашими вопросами, моими ответами. Вы спрашиваете в текстовом режиме, я отвечаю голосом. Стараюсь быть полезным своими советами, стараюсь вам помочь. Вопросы хотелось бы слышать из области менеджмента софтверных проектов, из области карьерного роста, возможно, из области мировой политики, так или иначе связанной с IT, ну и, наверное, о программировании в целом. У нас на все 1 час. Давайте будем стараться максимально плотно, не размазывать от вопроса к вопросу. Итак, первый вопрос. Как ты относишься к исключению инженеров Huawei из списка контрибьюторов ядра Linux с формулировкой бана Huawei под санкциями почти во всех свободных странах мира? Действительно, новость центральная. Вопрос сразу же о ней. Линус Торвальдс буквально вчера или позавчера написал письмо, где сообщил о том, объяснил точнее, почему целый ряд программистов, работающих в компаниях, которые находятся на территории Российской Федерации, больше не могут присылать свои патчи в ядро Linux. Мое отношение к этому. Мне интересно, откуда идет этот посыл. Кто автор этого? Если это голос совести Линуса Торвальдса, которого мы очень уважаем, я лично, за его вклад вообще в software engineering в целом и в разработку ПО, и, вы знаете, кто это такой, он действительно сделал, наверное, больше, чем любой программист в мире. Либо это его голос совести, и он действительно, душа его болит за народ Украины, который страдает от российской агрессии. Либо ему сказали так сделать, и за 2 недели до выборов в Соединенных Штатах пришел приказ задействовать все силы на всех фронтах, и Линус Торвальдс взял под козырек, как человек законопослушный, и сделал то, что он сделал. Я не верю в первый вариант. В основном потому, что слишком уж поздно проснулся голос совести у Линуса. А где он был 2 года подряд? Он в своем письме пишет, что не может он быть безразличным к этой агрессии, которая имеет место со стороны Российской Федерации. А месяц назад у тебя сердце не болело, а полгода назад где ты был? Ты спокойно работал с программистами из Российской Федерации, с сотрудниками Huawei, со всеми остальными. У тебя не было никаких проблем с этим. Ты вдруг вчера проснулся и узнал, прочитал новости и узнал, что на самом деле идет война, а ты остаешься безучастным. Я думаю, что всем понятно, что не проснулся он. Не было у него никаких проблем с этой агрессией и год назад, и полгода назад, и 2 года назад. Проблемы появились пару дней назад. Значит, есть какой-то автор у этого. Значит, Линус – существо подконтрольное, выполняющее чью-то волю. Чью волю? Дальше идет, наверное, конспирология. Мы можем только догадываться, кому выгодно задействовать Линуса для обострения ситуации на информационном фронте. Вы все об этом говорите. Первый же вопрос, который мы получили в сегодняшнем стендапе, это об этом. Значит, у вас все это в головах, бушует тема, вы обсуждаете в чатах, в телеграм-каналах. Вам это очень важно, интересно. Цель достигнута. Информационная повестка наполнена важным событием. Есть проблема, она обострена. Это российская агрессия, значит, люди не безразличны, люди не могут оставаться в стороне. То, что это люди, это просто марионетки, мы об этом не задумываемся. Мы это убираем из общей картины и думаем, что Линус человек мира, человек совести. В общем, это не так. Мое такое отношение. Ничего нового я не услышал с этой новостью. Я просто немножко разочаровался в том, что даже такие богатые, успешные и, по идее, самостоятельные в своем мышлении и в своем волеизъявлении, в своем определении своей собственной совести люди, они не самостоятельные и они не независимые.
Какого уровня должен быть человек, сколько у него должно быть денег, свобод и репутации и успеха, чтобы он мог иметь свое собственное мнение. Если даже Линус, человек, которого уважает каждый программист на Земле, человек, у которого достаточно денег для того, чтобы не отвечать на телефонные звонки ни от кого. И тем не менее этот человек тоже является рабом какой-то системы. Вот это меня, конечно, удручает. И я понимаю, что какого бы уровня развития ты не добился, ты, дорогой слушатель, и я с тобой вместе, мы все равно нам будет трудно или невозможно оставаться самими собой. Мы будем чьими-то рабами. Вот это грустно. Следующий вопрос задает мне слушатель, видимо, думая о своей карьере. Он спрашивает: думаю развиваться из разработчика в архитекторы. Но смущает, что на проекты архитектора приглашают как консультанта только в начале, экономии ради. Так везде или только в сервисных компаниях? Так везде. Я бы тоже так делал. Долго держать архитектора в проекте – это, в общем-то, накладно, если это дорогой, качественный архитектор. Я сталкивался, когда был в Америке, а это было лет 7 назад, с ситуациями, когда некоторые архитекторы просили $500 в час. И это было 7 лет назад. Я думаю, что сейчас есть архитекторы, которые и $1000 в час у вас попросят за консультацию. Конечно же, такого архитектора держать на full time и платить ему за 160 или 170 часов в месяц, это 170 тысяч в месяц, конечно, это перебор. А взять такого архитектора на пару часов в месяц вполне себе. Если вы действительно метите в архитекторы высокого класса, то вы должны быть готовы к фрилансу, вы должны быть готовы работать сразу на 5 заказчиков. И при этом еще и, не знаю, писать книги и продавать их, может быть, при этом еще выступать на дорогих конференциях и брать по $20 тысяч за доклад. Это, видимо, тоже часть вашего карьерного роста будет. Следующий вопрос. Какая специальность в IT, по твоему мнению, сейчас востребована больше всего? Какая будет самая востребованная потом? Виталий спрашивает. Я думаю, что сейчас востребована по специальности. Какие бывают специальности? Наверное, бывает программист на разных языках программирования, да? Бывает тестировщик, бывает project manager, бывает дизайнер графических интерфейсов, бывает, наверное, какой-то data scientist, который умеет с большими данными из них извлекать какую-то пользу. Наверное, бывает cloud-архитект, который может построить cloud-систему. Я думаю, что просто программист – востребованная должность. По-прежнему нужны просто руки, просто программисты. Много. По-прежнему многие задачи решаются просто головами, людьми, таким мясом, что ли, живой рабочей силой. И если вы хотите быть востребованы, то вам нужно быть живой рабочей силой. Просто уметь кодить. Что будет дальше, какая будет самая востребованная потом? Я думаю, что в ближайшие 20 лет так и будет. Просто кодеры будут самыми востребованными. Не дата-сайентисты, не специалисты по искусственному интеллекту. Это все некая элита, это все в небольших количествах будет требоваться. Пока мой такой взгляд. На то, что я вижу. Я вижу, где проблемы, и я вижу, что эти проблемы решаются лобовыми штурмами. У нас не работает система, мы добавим туда еще 20 программистов, и у нас все заработает. По-прежнему очень низкий КПД у нас в индустрии, то есть из 20 программистов работает 2, и чтобы работало 4, никто не старается исправить ситуацию с производительностью, никто не пытается изменить менеджмент, просто берут еще 20. И тогда у нас работающих 4 получается. И так будет продолжаться еще долго, пока... Я даже не знаю, пока что не случится, пока не произойдет какой-то, действительно серьезный какой-то кризис на рынке труда. Следующий вопрос. Планируете ли посетить Екатеринбург? Я был в Екатеринбурге в прошлом году, мне понравилось, я бы, может быть, с удовольствием бы приехал еще. Если у вас какие-то конференции, то давайте знать, я, в общем-то, не вижу проблем. Но пока планов таких нет. Вопрос дальше. Какой минимум нужен для старта карьеры в IT?
Какой самый минимальный бэкграунд нужен за спиной? Кто вообще такой начинающий программист в моем представлении? Где можно тренироваться на сайтах или где еще? Ну, начинающий программист, вам нужно уметь, хоть немножко в каком-то языке программирования разбираться, понимать, как написать базовую программу и прочитать 2 книги по программированию на этом языке. И написать дома десяток несложных программ. Вот я думаю, это та база, которую вы можете получить за пару месяцев самостоятельной работы. А дальше просто идите и работайте. Основную проблему я вижу в лени людей, в их нежелании проходить через трудности. Это я вижу на людях, которые приходят ко мне. Люди приходят и вот примерно с такой формулировкой. Я молодец, я начинающий, я новичок, дайте мне задачу, я на все готов. 9 из 10 таких сообщений заканчиваются ничем. Я отправляю им задачу, они говорят спасибо, я понял, и исчезают. Это говорит лишь о том, что люди, не хватает им ни знаний, не хватает им ни бэкграунда, как вы это называете, не хватает ни подготовки, им просто не хватает усидчивости, воли, устремления, желания трудиться. К сожалению, это так. Я думаю, что это не только в нашей профессии, не только в IT. Я думаю, что это в целом таковы люди, и надо это понимать. Откровенный вопрос Илья задает. Прошу, поделитесь своей позицией по поводу заведения детей. Мешают ли, как они отразятся на карьере и саморазвитии? Я не про отношения между мужчиной и женщиной, а именно про детей. Я не специалист в этом вопросе, я могу только какую-то свою личную позицию высказать. Но я думаю, что этих позиций, вот сколько человек, столько позиций. Есть люди, у которых никогда не было детей, например, Владимир Ильич Ленин, у него не было детей, и таких примеров можно привести масса из известных великих людей, очень многого достигших в этой жизни. А также есть люди, у которых много детей, 5 и 6, например, Илон Маск, у него, я так знаю, вроде бы много детей, или масса успешных людей с большим количеством детей. То есть нет ответа на этот вопрос правильного. Можно только иметь какое-то свое мнение. Мое мнение такое, что ребенок – это не побочный продукт любви. Это не то, что само собой происходит, а дальше как пойдет, а дальше посмотрим. Я к этому отношусь как более серьезно, что ли. Для меня мне кажется, что ребенок – это отдельная жизнь, отдельный проект и даже более важная жизнь, чем моя, потому что эта жизнь остается, а моя жизнь заканчивается. И те вложения, которые требует ребенок, они огромные. И эмоциональные, и интеллектуальные, и временные, и финансовые. Это большой, крупный проект с вероятностью успеха 0,001%. Подавляющее большинство людей, никчемные существа, мы должны это признать. Подавляющее большинство рожденных детей, они ничего из себя не представляют. Ни в интеллектуальном плане, ни в эмоциональном, ни в производственном. Так вот родились и как-то прожили свою жизнь. То есть вкладывали в них, может быть и вкладывали в них, конечно, по-разному, но в основном родители как будто бы стараются вложить максимум, а получается в основном провалы. Это еще меньший уровень успеха проектов в этой области, чем в области разработки программного обеспечения. И поэтому ввязываться в такой проект, мне кажется, нужно тогда, когда у тебя есть много времени, и ты готов рискнуть. Ты готов этим временем и своей энергией рискнуть, понимая, что это рулетка, из которой ты ставишь на одну цифру, а их всего на поле 36. И вот какой шанс, что эта цифра сработает. Многие считают, что ты получишь удовольствие от создания ребенка, от его воспитания, от общения с ним. Наверное. Я сам был ребенком и понимаю, что удовольствия я не так много доставлял, как больше доставлял хлопот и больше доставлял сложностей. Вот такое мое ощущение. На мой взгляд, это серьезно, и если вы ребенка хотите иметь, то приготовьтесь к
Как-то я у Льва Толстого прочитал давно, что он про женитьбу вроде бы, я думаю, это связано, женитьба, дети в те времена, что жениться или заводить детей нужно тогда, когда сказал уже себе, что ты все сделал, что мог. И дальше ты готов передать эстафету следующему поколению. А если у тебя еще пока есть чем заниматься, и ты еще не закончил свои задачи, и у тебя еще не реализован твой потенциал, то реализуй его. А дальше как-то так. Но, опять же, подчеркиваю, это всего лишь субъективное мнение. Можно и прямо противоположное иметь мнение. И, возможно, мое мнение поменяется через какое-то время. Следующий вопрос. Могут ли в Linux появиться закладки? Могут, конечно. Это же open source. Конечно, могут появиться. И, возможно, они уже есть там. И вообще это, конечно, грустно видеть, что программисты, они не просто недалеки от политики, а они недалекие в политике. Хотелось бы, чтобы программисты были выше, чем политики. Чтобы мы, программисты, мы все-таки интеллектуальная элита. И мы должны быть выше таких примитивных вещей, как закладки в Linux, для того, чтобы пострадал соседний программист на соседней улице, просто потому, что у него другой флаг над домом развивается. И у него другой идеологический фундамент. Он верит в Аллаха, а ты веришь в Иисуса, и поэтому мы ему заложим закладку туда, потому что он наш враг. Казалось бы, что это для более примитивных людей мотивация. Не для программистов, не для людей технологической элиты. Но вот оказывается, что нет. Оказывается, что масса программистов, которые не разбираются в политике, и разбираются в ней как на уровне домохозяйки, на уровне водителя такси. Им кажется, что им это понятно. А есть программисты, которые отгораживаются от политики. И были такие случаи. Вот когда война началась в 22 году, я как-то высказался на тему этой ситуации. Я до этого высказывался и писал свои какие-то политические статьи. Но после этой ситуации я тоже высказался и сказал то, что я сказал, как я отношусь к этой. И ряд моих подписчиков, которые со мной близко общались, и мы с ними были знакомы напрямую, они прямо отписались от меня и написали мне сообщение, что мы не поддерживаем, не то что не поддерживаем твою позицию, а нам неприятно, что ты в эту вот политическую всю струю тоже встреешь. Вот не нужно тебе туда, нужно быть айтишником, нужно быть техником, нужно быть программистом. Не нужно туда влезать. И потому что ты туда влезаешь, мы от тебя отписываемся. Ты вот там что-то сказал раньше про женщин. У меня есть на эту тему, на тему сексизма ряд статей. Я высказывался на эту тему. А теперь еще и ты про войну высказываешься. Мы от тебя отписываемся, нам с тобой не по пути. А вот Линус Торвальдс тоже в политику ввязался. Вы от него тоже отпишетесь. От скольких еще вы людей отпишетесь? С кем вы останетесь? С людьми, которые не понимают в политике, не хотят понимать и стоят в стороне? Я считаю, что мы должны быть в политике, мы айтишники, мы должны свое мнение там формулировать, мы должны его высказывать, но оно не должно быть однобоким. Мы не должны быть за белых или за красных, мы не должны быть за русских или за немцев, мы не должны быть за американцев или за русских. Мы должны быть выше этого примитивного разделения на два лагеря. Предлагать разные варианты, оценивать, понимать, что происходит. Вот как я вам с этим Линусом рассказал. Я не за Линуса, я не за его позицию. И не против его позиции. Я понимаю, что да, есть агрессия со стороны Российской Федерации, безусловно. Но также я понимаю, что есть масса других факторов на политической арене. И также я понимаю, что этот Линус, он, как я уже сказал, он сидел 2 года, молчал, а теперь он вдруг встрепенулся. Понятно, что происходит, но вот об этом я бы хотел говорить, а не о том, что он выразил свою позицию, и сейчас в чатах начинается обсуждение. Так как же вот правда? Где же правда, на чьей стороне? На стороне финнов, к которым он принадлежит, там какой-то шведский финн, я где-то читал, он какой-то финн, но он какой-то швед. И вот давайте разберемся, вот что думают финны про русских. А давайте вспомним финскую войну, а давайте вспомним 42 год, давайте все вспомним. Для чего это? Пускай это таксисты обсуждают на таком уровне. Давайте не будем это вспоминать. Давайте думать шире, давайте смотреть на ситуацию в целом и разбираться, что происходит, почему это происходит и какая наша в этом всем роль. Но ни в коем случае не дистанцироваться от этого и не говорить, что я вне политики, я в политику не лезу.
Ну, ты же все равно внутри политики, ты все равно на чьей-то, ты все равно кому-то подыгрываешь. Ну, просто ты остаешься, ну, до какого-то времени не удел, как Линус. Молчал, 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 теперь его просто использовали как пешку в чьей-то игре и сделали этой пешкой один ход. Ну, вот он сделал этот ход, ну, и сразу мы его просто деклассировали до человека, который, ну, просто себе не хозяин. Ну, разве это здорово? Следующий вопрос. Подскажите, как можно выделиться среди всех джунов? Что можно добавить в резюме, если нет опыта работы, каких-либо достижений? Должны ли быть pet-проекты в резюме джуна? Если да, то какие? Ну, выделяйтесь, если вы джун, то я предполагаю, что вы из университета не так давно. Я понимаю, что вы, наверное, молодой разработчик, и у вас пока нет за плечами большого послужного списка. Выделяйтесь чем-то, что показывает ваши устремления. Если ко мне приходит джуниор-разработчик, которому 20 лет или 25, то я, меньше меня будет интересовать, что он делал последние 3-4 года. Хотя я, конечно, задам этот вопрос. Меня больше будет интересовать, что он хочет делать следующие 15 лет. И вот на этот вопрос многие программисты не находят ответа. Они плавают, они едва на год вперед могут предположить, чем они будут заниматься и кем они станут. А вот ваша формулировка того, кем вы будете через 15 лет, какие достижения вы хотите увидеть в своем портфолио, это может быть вполне себе сильной картой, которую вы положите на стол во время переговоров. Нарисуйте это будущее, покажите своему работодателю, кого он нанимает, во что вы превратитесь через время. Ну, конечно, вы правы. И pet-проекты, конечно, вам добавят вес и какой-то, может быть, какие-то свои достижения. Это все, да, вы все правильно перечислили. Нет смысла об этом детально говорить. Но я добавлю от себя, что нужно. Это картинка вашего будущего. Если она у вас нарисована, значит, и вы ее уверенно манифестируете, уверенно ее заявляете, то в нее хочется верить. Потому что вы еще пока молоды, вы еще пока не совершили ошибок, и вы пока еще не потратили 10 лет жизни в никуда. Если ко мне приходит 35-летний программист, и я у него спрашиваю, кем вы хотите быть, я у них уже мало спрашиваю, такой вопрос я его не задаю, но, допустим, я задам 35-летнему программисту, кем он хочет стать. И он мне расскажет, я хочу стать создателем нового искусственного интеллекта, который будет работать по новым принципам. Я буду на него смотреть и думать, а где ты последние 15 лет был? Вот что ты создал уже? Ну ничего, я вот проработал в одном банке, потом во втором банке. Но сейчас я вижу, что еще бы мне 10 лет, и я стану... не станешь ты. Скорее всего, не станешь, потому что уже не стал. А вот когда ему 22, и он говорит, я стану, вполне можно на эту лошадь поставить. Она вполне может прибежать. А та уже, она уже 25-й трек бежит, и бежит постоянно в конце. Как ей верить? Понятно? Так, следующий вопрос у нас ВК есть. Давайте посмотрим. На ВК у нас, на удивление, много людей и вопросы есть. Так, Руслан задает вопрос. Тут длинный вопрос. Руслан, к сожалению, я не смогу столько прочитать в эфире. Я очень уважаю ваш вопрос, но такой текст мы читать не будем. Попытайтесь сформулировать короче. Следующий вопрос. Кто победит на выборах в США? А кто победит в СВО? Кто победит на выборах в США? Я думаю, что победит по голосам Дональд Трамп, а выберут в итоге Камалу. Вот так будет. И Дональд Трамп будет опять пытаться какие-то беспорядки устроить, или за него, или для него будут устраивать эти беспорядки. Будет опять какой-то временный хаос. Но в итоге посчитают все голоса как правильно, и Камала, то есть демократические силы добра, они победят. И вот дальше что будет? Будет ли вооруженное столкновение между силами Трампа и демократическими силами добра?
Не знаю, может быть, хотелось бы, чтобы был вот этот конфликт. Хотя я, конечно, ни в коем случае не сторонник вооруженных столкновений, но хотелось бы, чтобы все-таки демократические силы, они ушли с поля боя в этот раз, потому что уж очень много вреда они приносят, уж очень они, мне кажется, сильно дестабилизируют международную обстановку. Следующий вопрос из ВК. Ты говорил развивать Stack Overflow и open source для того, чтобы брали на работу, но никто не смотрит и приходится учить теорию. Что делать? Ну, никто не смотрит. Но надо, во-первых, понять, насколько у вас получилось развить ваш Stack Overflow и open source. У вас есть какой-нибудь open source проект, у которого 5000 звезд? Я думаю, что нет. Если бы у вас был такой проект, вы бы не писали этот вопрос. У вас есть, наверное, какой-то open source проект, в котором 20 звездочек, может быть 200 звездочек, но это пока еще 0. Пока вы за цифру 5000 не перешли, вы пока еще no name. Может быть 1000, я, может быть, 5000 высокую планку ставлю, но просто после 5000 вы будете точно нужны рынку. Вам точно никакой проблемы не будет составлять, найти себе работу, грубо говоря, любую. Если это, конечно, не какой-то проект на GitHub, в котором просто коллекция, например, красивых фотографий котят. И да, в этом случае вы получите 1000 звезд, но с таким проектом работу не найти. Но если у вас какая-нибудь там Python библиотека, которая для какого-нибудь там, не знаю, для какого-нибудь PyTorch там чего-нибудь оптимизирует, и при этом ее используют 1000 людей, и у вас 5000 звезд, никаких проблем у вас с работой не будет. То же самое на Stack Overflow. Если у вас репутация там будет не 2000, а 200 тысяч, то проблем не будет. Следующий вопрос. Выучил язык C как первый. Стоит ли дальше учить C++? Найду ли работу в Питере, например? Не знаю. Я бы советовал учить Rust вместо C++. Мне кажется, C++ это какая-то уже старая полумертвая тема, и за нее сейчас хвататься, учить ее и заниматься ею, я бы лучше Rust использовал. Мне кажется, это более интересно. Так, следующий вопрос. Так, тут мне говорят, что про детей получилось цинично. Каждый человек прежде всего личность, достойное уважения, независимо от достижений и успехов. А это вы откуда взяли эту мысль? Что каждый человек – это человек, достойный уважения, независимо от достижений и успехов. Это откуда такая аксиома, этот постулат? Это у Достоевского прочитали? Почему каждая личность достойна уважения? Есть люди, которые недостойны уважения. Да и даже без всяких успехов. Может быть, и какие-то успехи у него есть или у нее. Но просто это дрянная личность. С недостатками, с которой нужно работать, чтобы заслужить уважение. Может быть, пока этой личности грош цена. Но если эта личность будет над собой работать, то да, у нее цена появится, и уважение к ней появится. Откуда этот такой в кавычках человеколюбивый постулат? Все достойны уважения. Нет, не все. Единицы достойны уважения. Некоторые из нас достойны уважения. А все остальные уважения должны заслуживать. Работать над этим годы. Вкладывать в себя. Становиться лучше. Доказывать, что они достойны уважения. И после этого к ним будет уважение. А вот эта вот поповская эта формула, что все достойны уважения независимо бла-бла-бла, это абсолютно, мне кажется, это абсолютно аморальное утверждение, которое разрушает мораль в обществе и приводит нас к разложению. Это те самые демократические силы, которые берут верх. Это вот они постулируют вот эту вот либеральную доктрину, что каждая личность, каждый человек – это личность. Нет, не каждый. Далеко не каждый. Так что я тут с вами не соглашусь. И с Достоевским тоже. Должен ли разработчик писать тесты на свой код, или это должен делать другой человек? Конечно, разработчик должен писать тесты. В первую очередь. Разработчик должен начинать с тестов, и никакой код разработчик не должен заканчивать, не имея к нему тестов. Так, тут вот
Что вы посоветуете джуну 40+, в плане развития в карьере программиста? Ну, Степан, вот становиться той личностью, которая заслуживает уважения, но учиться, учиться и учиться. Формула стара как мир. И 40 вам плюс, или вам 60 плюс, или вам 80 плюс, какая разница? Каждый день вы просыпаетесь, если у вас есть здоровье и питание на столе, то вы поели, позавтракали и учитесь. Учитесь, совершенствуйтесь, пишите, программы пишите, и вы будете развиваться как в карьере программиста. А то, что вам 40 или 50 или 60, да какая разница? Я не вижу никакой разницы. Мы это обсуждали не раз. Возраст, мне кажется, роли не должен играть. Возраст будет играть роль, если вы отнесетесь к нему как к чему-то важному. Если вы станете воспринимать свой возраст как что-то давлеющее на вас, как некую проблему. И вы тогда, просыпаясь каждый день с утра, будете говорить себе: мне 40 лет, а значит, и дальше список ограничений, которые вы сами себе придумали. Не делайте этого. Да, вам 40 и прекрасно. Есть масса людей, которые в 60 начинали бизнес делать, а до этого... возьмите людей, которые попали в ситуацию в 90-е годы, когда развалился Советский Союз. Многим людям было по 50, по 60 лет. И у них исчезло все. Это вы попали в ситуацию программисты, вот вы пытаетесь стать программистом. Вы живете в комфортных условиях. А люди были профессорами, люди были академиками, люди были заведующими кафедр, люди были директорами институтов научно-исследовательских, люди были директорами заводов. С заводами там несколько легче было, но и многих заводов даже. Люди занимали высокие должности, они строили свою карьеру годами, и в 40 или в 50 лет у них было все, и уважение общества, и уверенность, и у них забрали это все. Вот те самые демократические силы, про которых мы уже поговорили. У них все это забрали и дали им место на рынке и газету на полу, и сказали: продавайте сникерсы. И вот они стали продавать сникерсы, зарабатывая себе на поесть. И некоторые из них построили свою жизнь заново, начиная в 60 лет. А некоторые, опустили руки и едва-едва дожили на деньги своих детей. Не опускайте руки. Бывают хуже ситуации, значительно, чем ваши. Так, опять мы возвращаемся к мысли. Это мысль из христианского мировоззрения, в том числе из Достоевского. Конечно, уважение можно потерять своим поведением и образом жизни. Нет, уважение не можно потерять, уважение нужно заслужить. Конечно, можно потерять, но мне вот эта позиция не нравится. Мне не нравится, что уважение дано по определению. Христианская это позиция или это Достоевского позиция. Она мне не близка. Я считаю, что наоборот. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. То есть не идешь на бой, не достоин ты ни жизни, ни свободы, ни уважения. И не нужно воспринимать себя как нечто высшее, как нечто существо, которое уже выиграло в лотерею, и уже ему все дано, и его любит Бог, и его любит Вселенная, и ему только осталось улыбнуться, как ему в ответ улыбнется весь мир. Никто вам в ответ не улыбнется, никому вы не нужны, пока вы не заслужите эту улыбку. Вас любят, когда вы ценны чем-то. Вас уважают, когда вы что-то сделали для нас, для людей, а не просто так. Почему вас надо уважать? Большинство людей ничего не достойно. Большинство людей это биомусор. Вы должны это понимать. Вы же взрослый человек. Большинство людей это просто случайно появившиеся на свет существа, которые не имеют ни морали, ни принципов, ни воли, ни совести. Это что-то такое, временно существующее на планете Земля. Да, они живые, да, они разговаривают, как и мы с вами, они владеют навыками коммуникации, и поэтому вам кажется, что они такие же, как вы. Нет. Вы их антропоморфизируете, вы приписываете многим людям те качества, которых у них нет, которые вам кажется, что они должны быть там, потому что они есть у вас. Но нет. Большинству людей не присущи ни мораль, ни совесть. Вот возьмите Линуса Торвальдса, далеко ходить не надо. Конечно, он не биомусор, но и он, как мы знаем, 2 года молчал, а теперь ему на него надавили, и он взял и ляпнул. Он достоин уважения. Да, он достоин уважения за тот contribution, который он сделал, огромного уважения, за его технический вклад. Он, как я сказал, он один из лучших программистов на планете. Но его морально-этические качества мы ставим под сомнение. И в этой области уважения он не заслуживает.
А теперь возьмите среднего человека, который и вклад никакой не внес технически, и с такой же моралью, как у Линуса. И вот вы и получите среднеарифметического жителя этой планеты. И вы их всех предлагаете любить. Ну, к чему это ведет? К разложению. Такая формулировка и такая позиция жизненная ведет просто к распаду общества. Если мы всех поголовно будем любить. Что получится? Это же все люди станут еще хуже. Они же не будут понимать свои недостатки. Они же будут воспринимать себя действительно как высшие существа. Совершенно не имея для этого оснований. Так, ну это уже какая-то философия у нас тут. Давайте с вами дальше пойдем. Следующий вопрос на YouTube. Испытываю проблемы с обучением. Я люблю, первое, программировать, учиться чему-то новому и в процессе решения какой-то проблемы ставить себя самому, учить так, я понял. И так, на этом сообщение обрывается. Замечательно. Программируйте, ставьте проблемы перед собой, решайте их, и все у вас будет хорошо. Следующий вопрос. Будет ли увеличиваться процент использования функционального программирования? Какие факторы на это влияют? Ну, хотелось бы, чтобы так было. Хотелось бы, чтобы функционального программирования было больше, просто потому что оно более строгое, более продуманное, вроде бы более проверяемое. В нем как будто бы дефектов меньше должно быть, и ловить их должно быть легче. Поэтому хотелось бы, чтобы увеличивался этот процент. Ну и плюс происходит же слияние объектно-ориентированного, процедурного, даже декларативного программирования на SQL с функциональным стилем программирования. Происходит такая вот солянка у нас в итоге из разных стилей программирования, и те языки, которые даже и не были никогда функциональными, типа Java, они становятся все более и более функциональными. И это, наверное, для этих языков это, наверное, не очень хорошо, потому что они, вмещая в себя функциональный подход, они теряют свою уникальность, они теряют свой определенный, свою задумку оригинальную, свой шарм, свой определенный стиль, что ли, с которого они начинались. Но на выходе программисту, наверное, лучше, потому что функциональщина присутствует. Следующий вопрос. На одном из стримов ты сказал, что вклад программистов в проект – это добавление тестов в том числе. Но как быть с поддержкой тестов при периодически меняющихся требованиях? Ну, вопрос прекрасный. Действительно, это огромная проблема. Тесты и их поддержка при росте размера проекта – это огромная боль. И поэтому тот, кто пишет тесты, и тот, кто является архитектором системы тестирования, это самый главный, самый умный человек в проекте, самый грамотный. И это самая сложная задача. Организовать не просто систему тестирования, а дизайн или даже архитектуру тестирования. Где у нас юнит-тесты, где у нас интеграционные тесты, в какой последовательности они должны сигнализировать об ошибках, как должен быть происходить логинг этих ошибок, как сделать так, чтобы этот логинг был понятен. Вам же главное в системе тестирования удержать тесты в живом состоянии. Ведь как обычно происходит? Мы написали код, потом к нему приложили тесты, все это попало в мастер-бранч, все это просуществовало какое-то время, месяц, два, три, потом начинаются дефекты, мы открываем всю эту систему, запускаем опять систему тестирования и тесты красного цвета. Почему? По разным причинам. Поменялась версия базы данных, поменялся язык, версия обновилась, поменялись зависимости, время просто ушло вперед, какие-то даты поменялись, данные уже невалидные. И тесты красного цвета. Этот. Что мы делаем обычно? Мы их удаляем, эти тесты. Мало у кого хватает энтузиазма и времени, и желания эти тесты исправлять и держать их в живом состоянии. Мы их просто вырезаем. И остаются в итоге бесполезные, примитивные тесты, простые тесты, которые тестируют, что 2 плюс 2 это 4. Да, эти тесты останутся, потому что они легкие, их легко было писать, и их легко, они такие живучие, они более легче им выжить в таком быстро меняющемся аквариуме или террариуме, где много зависимостей и много разного кода. Вам нужно сделать так, чтобы тесты, умирая или попадая в ситуацию, когда они готовы погибнуть, вы могли их спасти.
Для этого вам должен быть логинг понятный. Вам должно быть понятно, почему этот тест красный, а этот в этот момент не красный. Должна быть какая-то между ними семантическая связь. По именам, может быть, по размещению, по локации их на диске. Много факторов. Это супер сложно. И вы совершенно правы, что вы спрашиваете, как быть с поддержкой тестов. Вот так и быть с поддержкой. Постоянно на это обращать внимание. Ну, конечно, continuous integration у нас для этого придуман. Вы должны собирать свою систему каждый день или при каждом коммите. И если не собирается, то обращать на это внимание, поднимать команду и заставлять команду возвращать тесты в живое состояние. И как бы свыкнуться с мыслью, что ваши тесты будут гибнуть, ваши тесты будут стараться погибнуть, стараться потерять свои силы и стать красного цвета. Надо постоянно им помогать выжить. Вот такой совет. Следующий вопрос. Полезно ли для middle-level разработчика получить опыт проект-менеджера плюс тимлида для долгосрочной перспективы? Работаю в региональной компании, попробовал экстремальный формат. Я думаю, да, полезно, почему нет? Ну, любой опыт полезен, мне кажется. И project management, да, получаете. Ну, вы только должны понимать, что у вас, скорее всего, будет не получаться. Скорее всего, вы получите негативный опыт. Вот вы пишете, полезно ли получить опыт. Ну, надо написать, полезно ли получить негативный опыт. Тимлидерство – это такая деятельность, которая требует других качеств характера и других скиллов, чем программирование. Может быть, попробовав себя в роли тимлида, вы в себе откроете это призвание и станете тимлидом. Мы как-то обсуждали о том, какие именно нужны навыки для тимлида. Это что-то совершенно другое, сильно отличающееся от программирования. Это умение... Знаете, говорят, менеджмент – это умение ладить с подчиненными и с начальниками. Вот ключевое слово «ладить». Это не значит эффективно закрывать проекты. Это не значит приносить компании прибыль. Это не значит повышать качество разрабатываемого кода. Это не значит выполнять весь функционал, который ждет от вас клиент. Нет, это ладить с подчиненными и с заказчиками. То есть делать так, чтобы вы были не виноваты ни в чем. Это и есть ладить. Это быть так, чтобы вы не делали никого виноватым. Это делать так, чтобы у вас ни с кем не было конфликта никакого личного. Он плохо программирует, а у вас конфликта с ним нет. Начальник дурак, а конфликта у вас с ним нет. Подчиненный лентяй, а конфликта нет. Вот вы идеальный тимлид. У вас со всеми нормальные отношения. И с лентяями, и с дураками, заказчиками, и начальниками. У вас со всеми хорошие отношения. Ну, вы понимаете, какая вы личность в этом случае. Возвращаясь к вопросу о личностях и к Достоевскому. Ну, вот вы такая личность будете. Вот вы будете со всем этим разношерстным, давайте так скажем, с этой всей разношерстной публикой вы будете пытаться находить отношения, пытаться находить какие-то компромиссы. В современных командах это именно так. Если вам это нравится, то действуйте. Следующий вопрос. Я знаю Rust очень хорошо. Пишу достаточно сложный проект для бизнеса с гомоморфным шифрованием. Думаю развить свой проект через телегу. Что думаешь про переписывание проектов на Rust? Я думаю, что Rust это классная штука. Если вы прямо очень хорошо в нем разбираетесь, то у вас большое будущее. Конечно, развивайте его, рекламируйте через телегу, через что угодно. Я думаю, Rust это туда, куда нужно направление. Так, следующий вопрос. Как относишься к цыганам? Считаешь ли гонения в их сторону оправданными? Я не знаю. У меня нет ни одного знакомого цыгана, и я насчет гонений... Нет, я думаю, что любые гонения, которые касаются большой группы людей, собранной вместе по какому-то одному, мало от них зависящему признаку, это довольно примитивное и не очень эффективное средство для борьбы с какими-либо негативными явлениями. Вы можете сказать, допустим, то, что у меня в голове как цыгане, это те, кто в моем детстве так было, это те, кто на вокзале гадают людям
людям по руке, а потом воруют у них деньги. Ну, такой образ был в моем детстве. Я говорю, лично не знаю ни одного цыгана. Я уверен, что среди них есть и другие люди, и актеры, и писатели наверняка, и люди творческие. Разные есть люди. Но у меня вот такое. И давайте мы будем бороться с воровством на вокзале путем причисления цыган к разряду, значит, персон нон-грата, и будем их куда-нибудь там выселять. Ну, это грубый очень способ, который, наверное, совершенно не самый эффективный для борьбы с каким-либо явлением. Будь то цыгане, будь то ленивые программисты и что угодно. Любая такая классификация в таких больших масштабах, она имеет в себе большую погрешность. А если большая погрешность, то мы не попадаем в точку, а имеем много false positive у нас будет. Мы будем, допустим, возьмем всех цыган и всех накажем. Но мы очень много накажем лишних людей, которые не участвовали в проблемах, которые мы решать пытаемся. Ну и получим мы много возмущения, много несправедливости в обществе в итоге. Лучше так не действовать. Поэтому я как-то к цыганам никак не отношусь. Я стараюсь такие в себе не культивировать отношения к большим группам людей. Ну, я к какому-то одному цыгану или какой-то небольшой группе цыган могу какое-то отношение сформулировать. К небольшой группе программистов, к небольшой группе, ну, я не знаю, там, французов или немцев или американцев. Вполне себе могу иметь отношение, ну, сформулированное или сформированное отношение. Ну. Следующий вопрос. Ты рассказывал, что уже 5 лет или больше изучаешь китайский. Удалось ли добиться какого-то разговорного уровня? Изучал ли ты только письменность? Пригодилось ли в общении с китайскими коллегами? Посмотрите видео, где мы встречались с ребятами в Новосибирске. Оно есть на YouTube-канале. Называется М3, по-моему, или М4. И там я рассказывал достаточно подробно о китайском языке. Сухой остаток, что нет, у меня не получилось за это время, не получилось выйти на какой-либо разговорный уровень. То есть я могу сказать, там, не знаю, 40 фраз и понять 3 фразы. И это за 5 лет изучения. Я когда учил немецкий, то я после полугода изучения немецкого, помню, что я поехал в Германию и вполне себе в кафе, в ресторане мог объясниться с людьми и заказать поесть и понять, что они говорят. В случае с китайским я не понимаю ничего, что они говорят. Вообще. Ну, кроме базовых «да», «нет» и, может быть, каких-то числительных. Это совершенно отдельный язык, который устроен совершенно по-другому и, на мой взгляд, весьма странно и весьма неэффективно. То есть в языке я вижу много, прямо очевидных слабых мест. Вот я, не будучи лингвистом, не будучи специалистом в языках, но я по верхам какие-то несколько языков могу сказать, что понимаю, как они устроены. Но то, как устроен китайский, это совершенно какое-то чудо, и очень странно, почему так сделали. Как будто дизайнер этого языка, он не очень старался, создавая язык. Он как будто бы не думал. Например, пробелы они забыли придумать. То есть представьте себе, что у вас все слова склеены в одно большое предложение без пробелов. Когда-то так писали, можно так по иконам судить, где-то в каких-то 15-14 веках везде. Но потом как будто бы человеческая мысль дошла до пробелов и решили разделять. А в китайском языке так и не дошла эта мысль, и вот у них пробелов нет. И это только одна из таких интересных особенностей языка. Почему так и почему нельзя добавить пробелы, мне непонятно. После нескольких лет изучения. Следующий вопрос. Тут на английском. Есть ли возможности в России для работы не российским разработчикам? Да, конечно, есть. Тут пишут, у меня плохой опыт интервью в российских компаниях. Но если вы на английском говорите, то отправляйте свое резюме в более-менее крупные компании российские. Я думаю, что вам будут рады, если вы, конечно, технически грамотны. Далее. Вы часто говорите, что текущая enterprise разработка скорее способствует деградации, чем совершенствованию скиллов программиста. Какой, на ваш взгляд, путь совершенствования программиста? Нет, я не считаю, что enterprise деградация скиллов. Это зависит от
Если вы будете внутри enterprise разработки, внутри enterprise заниматься разработкой enterprise софта с утра до вечера, то да, вы будете деградировать, это безусловно. Если вы будете работать на условно какой-то банк, и для этого банка писать его банковскую систему, которую написали 15 лет назад, левой рукой, левой ногой какие-то люди, давно ушедшие оттуда, и все эти 15 лет эта система продолжает как-то выживать, и никому она не интересна, и никто не хочет добра и счастья этому банку. И все работают там только за еду. И все работают только потому, что им платят деньги. И просто ждут, когда они наконец найдут работу получше. И вы в этой системе оказываетесь. И начинаете в этот проект контрибьютить. И в этом вот репозитории, который там находится, или репозиториях, пытаетесь как-то развиваться, то, конечно, перспектив у вас мало. Вы будете деградировать, причем стремительно. Но если вы находитесь в этом же банке, и вам плевать на этот репозиторий, как и всем вашим коллегам, но вы при этом не сцепив зубы, продолжаете туда писать код, а вы пишете туда 1 час в неделю. Просто чтобы вас не уволили. А все остальное время вы делаете что-то полезное. И в том числе для банка, и для индустрии, и для себя. То у вас будет все прекрасно. У вас не будет деградации, вы будете развиваться, потому что это прекрасная площадка для развития. Вас особо трогать не будут, потому что они особо не наймут никакую замену вам. И вы будете иметь много свободного времени для правильного творчества. Вот так я это вижу. Но, конечно, если вы пишете банковский софт, то да, вы просто теряете время жизненное. Если только вы там не архитектор топовый, который может действительно что-то сделать, который может повлиять на ситуацию, в этом случае, да, вы будете развиваться. Но вы будете развиваться как бюрократ во многом. Вы будете развиваться как человек, который понимает, как устроены вот эти все интриги бюрократические, как вокруг IT нужно строить отношения с людьми. Ну, этим вы будете заниматься. И да, в этом вы преуспеете, потому что банк это такое место, или enterprise это вполне себе хорошая почва для этого. Следующий вопрос. Очень понравилась идея Zerocracy. Какие основные причины неуспеха проекта? Ну, пока рано говорить о неуспехе, но основные трудности у этого проекта заключаются в том, что существует enterprise, существует обычный классический рынок разработчиков, и на нем существуют обычные классические разработчики, а это люди травмированные нашим классическим менеджментом, травмированные классическим enterprise, это люди, которые никогда не видели ни хорошего софта, кода, никогда не видели ни хороших систем сборки, никогда не видели хороших юнит-тестов и никогда не видели хороших начальников. Это люди, привыкшие к хаосу, люди, привыкшие к некомпетентности их окружающей, тотальной, глобальной. Это для них абсолютная норма, что вокруг них некомпетентность. И тут приходим мы и говорим: ребята, мы будем работать с другими принципами, мы будем бороться за высокое качество. А ты, если высокое качество не обеспечиваешь, то ты никто, и звать тебя никак, и мы тебя выгоним, причем быстро. Ну, конечно, это шокирует программиста среднего, и он не хочет это слушать, не хочет с нами работать и убегает. Возвращается обратно туда, где ему комфортно. Вот так я это могу объяснить. Так, по крайней мере, опыт внедрения Zerocracy за последние 7-8 лет, сколько мы пробовали, он всегда показывает именно это, что сопротивление идет снизу, со стороны разработчиков. Разработчики не хотят работать на результат, на качество, им это просто идея не заходит, как говорят, она им не близка. Давайте посмотрим в ВК. У нас тут дебаты были. Так, мне тут пишут: получается, что по умолчанию вы своих зрителей не уважаете, пока они не заслужили этого отношения. Ну, зрителей я не могу не уважать. Я к зрителям отношусь спокойно. Я не знаю, кто мои зрители. Я не могу не уважать, не уважать. Но когда мне пишут люди, например, в личку после прослушивания моих там каких-то видео и начинают со мной выходят на контакт с чем-то, то я по умолчанию исхожу из того, что человек пока для меня
особо ничего не стоит. Вот когда я увижу, что он мне покажет, если он что-то такое принесет, если у него что-то есть, чем он может похвастаться, то у меня начинает формироваться к нему какое-то определенное мнение о нем. Но по умолчанию я воспринимаю человека как такой, как белую, что ли, чистый лист. И с этого чистого листа мы начинаем. Но сразу радоваться и бросаться в объятия и говорить спасибо, что вы мне написали, уважаемый подписчик, мне кажется, это неправильно. Следующий вопрос. Какой для вас показатель того, что нужно менять место работы и не следует оставаться на текущем месте? Алексей, хороший вопрос. Я думаю, что нужно уходить тогда, когда есть альтернатива. И эта альтернатива выглядит лучше, чем то, что у вас сейчас. Ну а что лучше будет, зависит от того, какие у вас критерии для собственного счастья. Если вы хотите быть, например, open source девелопером, разработчиком, и вам хочется быть в open source, то на вашей текущей работе, например, open source не разрешен. А к вам приходит новый оффер, и там вам говорят, да, у нас вообще весь проект в open source, но зарплата ниже. Ну, конечно, идите туда, потому что там вы реализуете то, что вы хотите. Определите для себя, что для вас. Нарисуйте себе свою траекторию на следующие 20 лет. Причем это должна быть не траектория машины, квартир, которые вы купите, и цифры зарплат. Это не то, о чем нужно думать. А нарисуйте себе траекторию ваших достижений. Какие у вас будут, опять же, не финансовые, а достижения профессиональные. Кем вы станете через 5 лет, кем через 10, кем через 15, кем через 20. Вот представьте себе этого человека через 20 лет, стоящего перед вами. И это будет скоро. 20 лет – это достаточно короткий срок. И это будете вы. Вы же перед зеркалом. Вот что у вас поменялось? Чем вы стали лучше? Что вы умеете? Что вы сделали? Чем вы гордитесь? Что вы для людей сделали за эти 20 лет? Что вы сделали такого, что люди вам говорят спасибо? Просто пишут вам в Телеграм и говорят: Алексей, спасибо, что вы есть. Кто это будет? Ну, кроме ваших там друзей и жены и детей. Кто-то еще. Вот кто этот человек, который скажет вам спасибо и за что? Нарисуйте себе этих людей и эти спасибо. А дальше посмотрите, кто из работодателей вас ведет туда, по этому пути. А кто не ведет, а кто держит вас здесь и просто дает вам деньги купить более дорогую дачу. Но за дачу вам не скажут спасибо, за то, что у вас дача дороже. Наоборот, вас только будут за это не любить, за ваши богатства и достижения. Это только минус ваш. Это ваш пассив. А ваш актив – это то, за что вам благодарны люди. Дальше. Алексей снова спрашивает. Как вы справляетесь с тем, чтобы поддержать синхронизацию кода с документацией о продукте? Зачастую код уходит вперед, и документация становится неактуальной. И в итоге документация только сбивает с толку. Ну, Алексей, это проблема величиной с человечества. У меня не нужно спрашивать об этом. Никак мы не справляемся с этим. Нет современных инструментов, которые бы помогали эту ситуацию как-то держать под контролем. Никак. Действительно, документация остается неактуальной, код уходит вперед. Ну, рекомендуют не писать документацию. Это, наверное, близко к тому, что я могу порекомендовать. Просто не пишите ее, потому что она через очень короткое время станет вредной. Она не просто станет неактуальной и ненужной, она начнет вредить, потому что ее уже будут читать, а там будет вранье. И сил ее изменить и исправить у вас уже не будет, и вы будете ее, в лучшем случае, вы будете ее удалять. А в худшем вы будете думать, что там правда. Но это проблема мирового класса, и если вы придумаете, как ее решить, то вы будете, как Линус Торвальдс, вам будут за это благодарны люди, многие. Так, мое мнение спрашивают о PHP. Пациент скорее жив или мертв? Что и когда его заменят? Да, он будет жить еще 20 лет. Он не мертв, потому что на нем же написаны тонны... Вся Википедия на нем написана, если я не ошибаюсь. Как его можно уничтожить? А Википедию куда девать? Переписывать весь этот софт, всю эту Викимедию, все эти плагины, сотни плагинов, переписывать на другой язык?
А PHP, Facebook, он же тоже на PHP написан. Ну, там какие-то у него ускорители уже, у него какие-то там компиляторы этого PHP, но там же PHP. Я не думаю, что он куда-то денется. Он как Кабол. Каболу тоже предрекали скорую смерть. И где эта смерть? Посмотрите статистику языков программирования. Кабол там в первой двадцатке или, может быть, тридцатке. Но это язык, на котором пишут тысячи программистов. Какой учить язык в 38 лет? Спрашивает Александр. Java? Да, все равно. Учите Java, да. Ну, Java один из топовых языков. Ну, сейчас Python вроде бы попопулярнее. JavaScript. Мне нравится JavaScript. Выберите любой, который вам нравится из топа, и его учите. Так, возвращаемся на YouTube. У нас еще несколько минут. Согласишься ли ты с моим высказыванием, что растить ребенка, быть родителем – это в первую очередь задача про менеджмент? Про любовь это задача, а не про менеджмент. Про эмоции, про умение любить, я думаю. Тут менеджмент, говорят, не подходит. Говорят, это, если будете менеджмент использовать с ребенком, то будет... вырвется он из-под вашего менеджмента, и вами будет менеджерить, вами будет управлять, и не в вашу пользу. Здесь как-то должно быть про самоотдачу, про отдачу. Вы просто инвестируете, не глядя, как делают хорошие инвесторы. Просто дают деньги стартапу и не смотрят, что получится. Просто верят в него, просто любят его. А потом он проваливается, и банкрот, и ничего страшного. И начинают давать новому стартапу деньги. И в какой-то момент какой-то из стартапов ценит эту любовь. И вот тогда он выстреливает. Так и ребенок. Вы нагружаете ребенка любовью, отдаете ему все, что у вас, все, что вы можете отдать. И 1 из 10 детей почувствует это, будет благодарен. И оно ему придется по душе, эта любовь. Она ему окажется нужна, полезна. И сработает. Произойдет клик-клик и результат. Вот так, я думаю, это работает. Менеджмент нет. Менеджмент – это насилие. Менеджмент – это всегда про насилие. Когда мы чем-то или кем-то управляем, мы идем через сопротивление. Если команда сама способна достичь результата, им не нужен менеджер. Менеджер нужен там, где бездельники, где сопротивление, где нежелание работать, где недостаточно мотивации. Тогда приходит менеджер и начинает давить туда, надавливать на какие-то точки, и в итоге команда разворачивается и движется по какому-то пути. Но с ребенком-то, сами понимаете, так не очень хорошо делать. А с командой именно так. Любой менеджмент – это force. Вы прикладываете усилия, вы насилуете команду. Она делает то, чего она не хочет делать. Просто насколько вы грамотно, насколько вы элегантно и аккуратно это насилие применяете, и насколько вы учитываете возможные последствия, это все искусство менеджмента. Но менеджмент – это сила. Это, еще раз скажу, насилие. Просто насилие может быть грубое. Это какой-нибудь чайка-менеджер, который приходит, кричит, брызжет слюной, стучит по столу кулаком. Все на него смотрят как на сумасшедшего, ждут, пока он закончит, он уходит. Половина увольняется, потому что терпеть это им неинтересно просто. Остальные сидят и крутят пальцем у виска. Это тоже насилие, но оно работает плохо. Но работает. На кого-то это сработает, на какую-то группу, на какую-то часть команды. Но лучше, когда вы приходите и с большой улыбкой на губах говорите, что из вот этих 20 программистов 3 получают прекрасный бонус. Каждый по 1 000 000 рублей за последний квартал. Почему? Да потому что они написали больше всего кода. И код у них самый качественный. И с такой же большой улыбкой уходите обратно в свой кабинет. Вот это качественный менеджмент. Ни на кого не кричим, но все равно это насилие. Вы же тех остальных 17 человек, вы же изнасиловали только что. Вы же им показали, что вы не получите бонус. Вы недостойны. Вы тут... мы вас не ценим так, как мы ценим этих 3. Ну, конечно, это насилие. Кто-то выдержит это насилие, кто-то закусит губу и скажет: так, в следующем квартале это буду я получу премию. А кто-то скажет: да я не буду это терпеть, прям при мне, у всех на виду мне показали, что, в общем, я ухожу. Но все-таки чайка-менеджер это хуже, чем то, что во втором примере.
Так, следующий вопрос. Почему после 7 месяцев ежедневного обучения программированию, курсов, мотивация все меньше и меньше? И не уверен, что мне это нужно, это нормально. Да, это вполне нормально, потому что вас учат традиционному, стандартному программированию, которое я тоже терпеть не могу. Я когда читаю книжки, обучающие программированию, по какому-нибудь Python, по Rust, по чему угодно, я это все видеть не могу. Когда я открываю чужой код, например, Apache репозитории, Google репозитории, я на это смотреть не могу. У меня нет вообще никакого желания этим заниматься. Потому что плохой код пишут люди, некрасивый. Люди не умеют программировать. Они программируют для компьютеров. Они пишут код, чтобы компьютер заработал. А не для того, чтобы вам понравился этот код. Вам, читателю. Ну вот вам он и не нравится, и мне он не нравится. Я терпеть не могу читать чужой код, если это только не наш репозиторий. Не те репозитории, в которых я контролирую качество кода. А если это какие-то чужие репозитории, я это открываю и... Иногда студенты неплохо пишут код. Вот у меня были курсы в нескольких универах последние годы. И некоторые я видел работы, ну, я их там как-то пытаюсь учить. Некоторые прям продукты мне очень нравились, как они пишут. Но это редкость. В основном, конечно, код отвратительный. Так что просто понимайте, дело не в профессии, дело в конкретных программистах, в конкретных примерах, на которые вы смотрите. Они плохие. Понимаете, что вы имеете дело в подавляющем большинстве случаев с грязным кодом, некрасивым. И это дело не в вас и дело не в индустрии. Дело в этом конкретном коде. Следующий вопрос. Может, на танках нужно приехать к Торвальдсу? Только чур, я постою сзади. Ну, не в Торвальдсе же дело. Ну, конечно, приедут на танках, но только не к нему. Он же, он просто пешка. Ну, чего мы к нему прицепились? Он сделал то, что ему сказали. Он завтра ему скажут, что нужно осудить палестинскую автономию. Он ее осудит. Нужно скажут осудить Израиль. Он осудит Израиль. Он не имеет своего мнения. А если имеет, то сказать его не может. Вот и все. Ну, мы же это разобрались с вами. Вроде бы логично. Выводы все сделали. Если бы у него было свое мнение, он бы высказал его 2,5 года назад. Но он 2,5 года молчал, ни слова не говорил. И тут вдруг его прорвало. О чем это говорит? О том, что это не его мнение. Так что ехать к нему на танке зачем? Давайте лучше его перекупим, раз он такой продажный. Давайте ему денег больше дадим, он в Москву прилетит и будет топить за Путина. Ну и все. Он не имеет своей позиции. Он имеет свою позицию по C++, по языку C++, по тому, как разрабатывать код. Там у него наверняка позиция твердая. А по политике у него нет позиции. Он кто скажет, кто у него хозяин, куда повернет его, то он и говорит. Ну, хорошо, давайте его купим. Будет за нас. Линус. Я его очень уважаю, еще раз скажу. Он прям кумир мой. У меня над столом висит его портрет, над моим рабочим местом. У меня к нему огромное уважение за тот контрибьюшн, который он сделал. Но в области политики, Но это не значит, что я буду снимать его портрет, потому что он так сказал. Ни в коем случае. Просто я знаю, какая ситуация, я понимаю его, он личность многогранная. И еще одна грань этой личности открылась. Но это не значит, что нужно снимать портрет. Так, давайте еще один вопрос, и мы заканчиваем. Сори, что мы не... укладываемся, но вопросов больше. Сколько часов в день работаешь? Вот все часы, которые есть у меня, так все я и работаю. Но только то, что нужно на поесть, на поспать. Вот пока сплю, я не работаю. А так, я стараюсь все время, которое у меня есть, я трачу на творчество. У меня же, это же не работа, а творчество. Ну, почему им не заниматься все предоставленное время? Так, я выбираю вопрос. Один, случайный. Я прошу прощения у всех, кто проскакивает. Что-нибудь такое интересное вам под конец выберу. Тут вот вы повторяетесь, про Java спрашиваете. Ну, давайте вот этот. Поссорился с менеджером, предложил оценивать программистов по количеству pull-реквестов, которые попали в мастер-бранч. Я тоже советую так делать. Видимо, автор этого вопроса услышал мой совет, а может быть сам придумал так делать. Он обиделся, продолжаем вопрос, и сказал, что я не тимплеер, не переживаю за заказчика. Вопрос, какая его мотивация? Или это о заказчике речь? Обиделся, не тимплеер.
Это к тому же вопросу, как быть тимлидом, как быть тимплеером. Тимплеер – это значит, вы умеете сглаживать конфликты, вы умеете не идти на конфликт ни с вышестоящими людьми, ни с коллегами, ни с подчиненными. То есть вы делаете так, что бы они ни делали, вы всегда найдете какие-то, вы как дипломат, вы всегда найдете какие-то позитивные элементы в их личностях и в их контрибьюшене. Не делает человек никакие pull-реквесты, но зато у него классные пряники он приносит нам по выходным. У него мама делает пряники, и он нас угощает. Ну, разве это не здорово? Классный парень, классный. Ну да, от него нет pull-реквестов, да, он код не умеет писать, но зато он человек-то хороший. И на самом деле это так. Он добрый, отзывчивый, правда, от него контрибьюшена никакого. Но не надо с ним конфликтовать. Или, допустим, менеджер тот же, который не умеет считать продуктивность программистов. А вы с ним, видите, он на вас обиделся. Значит, вы ему донесли свою мысль слишком агрессивно. Вы ему сказали, что производительность людей нужно считать, а людей, у которых низкая производительность, нужно как-то наказывать. Ну, как-то. Не обязательно их розгами пороть. Ну, например, сказать им, что их производительность за последний месяц ниже, чем у всей команды. А для него это некомфортно так делать. А вы должны были, услышав, что для него это некомфортно, должны были сказать: вы знаете, мне тоже это некомфортно, но я это прочитал в газете. И вот уже газету выбросил. Я ее сжег. Вот верите, больше я такие газеты не читаю. И он бы сказал: вот вы тимплеер, вы человек моей команды. Вот мы с вами одной крови. Никаких метрик не будет, мы будем оценивать людей по комплексу факторов. Знаете, вот менеджеры так говорят, что человека, программиста и вообще любого сотрудника нужно многофакторную оценку давать. Нельзя по каким-то цифрам его оценивать. Нужно смотреть на многие показатели. И вообще лучше ни на какие показатели не смотреть, а прислушиваться к зову сердца, и так далее. Вы должны были это все проглотить и быстро-быстро поменять свою, как Линус Торвальдс сделал, быстро поменять свою позицию. Вчера она у вас была «Россия – это окей», а сегодня у вас позиция «Я фин, и Россия – это не окей». Сори, что мы возвращаемся к Торвальдсу так много раз за сегодняшний трек, но это, видимо, лейтмотив такой сегодняшнего стрима. Вот такой вам summary. Выбирайте. Либо вы будете за качество, за производительность, за продуктивность, за результат, за светлое будущее. Либо вы будете конформистом, либо вы будете удобным, либо вы будете тимлидом, либо вы будете расти по карьерной лестнице, по лестнице управленческой. И вас будут любить, уважать, ценить. Но ваши моральные качества – это будет вопрос отдельный, к которому чем дальше в лес, тем меньше вы захотите обращаться, тем более вам будет, наверное, стыдно за эти качества. Все, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто пришел, я вас благодарю. Очень здорово с вами пообщаться было. Вопросы были очень классные сегодня. Я надеюсь, что я не сказал вам чего-то такого, что вас может демотивировать, и наоборот сказал что-то, что может вас мотивировать. Увидимся в следующую пятницу в 6 часов. Стрим будет на английском языке.